Привет! Кипр сейчас это очень популярное направление у туристов для временной и постоянной релокации. Так что я решил записать небольшое видео про один из самых востребованных и недорогих городов на этом острове со скромным, не кричащим названием Пафос. И, кстати, именно этот город был культурной столицей Европы в 2017 году, так что здесь есть что посмотреть. Покажу достопримечательности, пляжи, расскажу, как живут местные и туристы. Так что, думаю, будет интересно. Добро пожаловать на канал Travel Hub, и мы начинаем. Пафос – это совсем небольшой город на юго-западе Кипра, в котором официально живет всего лишь около 40 тысяч человек. Но туристов сюда приезжает каждый год в десятки раз больше. Потому что в одном месте можно одновременно увидеть красивый кипрский город, симбиоз древних и не очень древних достопримечательностей Кипра, нетронутую природу и чистейшее прозрачное море. Куда идут все эти туристы в первую очередь? Конечно же, на набережную. На ней, естественно, есть очень много пальм, мелких магазинов с одеждой, сувенирами, небольшая марина с частными яхтами и даже военными кораблями. Если дойдете до конца, то с марины открывается очень неплохой вид на Пафос. Мне понравился. Конечно же, на набережной есть много кафе, например, со средиземноморской кухней. Вот это, кстати, особенное, потому что в нем, как и написано в названии, на полной ставке работает настоящий розовый пеликан. Птицу иногда можно даже погладить, он очень вежливый, дружелюбный. Впервые пеликан в этом кафе появился еще 65 лет назад. Но есть на этой набережной сооружение, которым уже намного больше лет. Ну и, конечно, какой же европейский город без замка? А Кипр — это Европа, даже несмотря на карту. Так что за моей спиной Пафосский замок. Что нужно знать про этот замок? Его построили в 13 веке по указанию французского феодального рода. Но, если честно, то звезд с неба он не хватал. Вначале был частично разрушен генуэзцами, потом венецианцами, османами, а в конце концов уже англичане решили, что здесь лучше всего будет хранить соль. В него есть всего лишь один вход, можно 10-15 минут походить внутри замка, а за 2,5 евро вам даже разрешат подняться наверх, и оттуда открывается опять-таки очень неплохая панорама на набережную Пафоса. Рядом с крепостью есть скульптура, которая, судя по всему, приносит удачу, если ее потереть. Но лично мне замок больше всего запомнился тем, что возле него со стороны моря накиданы огромные валуны, на которых можно посидеть и насладиться морем один на один. Рекомендую. Если же вас интересуют еще более старые древности, то прямо напротив замка будет вход в одно из всего лишь 3 мест всемирного наследия ЮНЕСКО на Кипре. Это древний город Пафоса. Как видно, раскопки очень обширные. Там можно найти хорошо сохранившиеся древние римские мозаики, виллы, храмы, театры и даже крепость. Многим из них уже практически 2000 лет. Если вы, например, были в Афинах, пошли в Акрополь, и вам все понравилось, то сюда тоже можете заглянуть. Кстати, ссылка на видео из Афин будет в описании. А самое молодое здание в археологическом парке Пафоса — это вот этот шикарный, красивый белый маяк, который был построен в 1888 году. Если говорить про море и пляжи в Пафосе, то цвет воды везде просто фантастический. Но сам пляж на набережной выглядит примерно так.
Так что, если хотите здесь поплавать в море, то нужно будет ехать в пригороды. Если посмотреть на карту, то пляжи есть и к юго-востоку от набережной. Там можно, например, заглянуть на пляж Рикос-Бич. Цвет песка здесь, я бы не сказал, что фантастический, но зато рядом, вдоль моря, есть аэропорт, и можно одновременно загорать и смотреть, как взлетают самолеты. Очень даже необычно. Но я бы от набережной пошел на северо-запад, к Лайтхаус и Венус-Бич. Во-первых, потому что от набережной Пафоса вдоль моря к ним ведет 4-километровая дорожка. Мимо археологического парка, маяка и очень красивых видов. Это заняло минут 40. Во-вторых, потому что в отличие от набережной или Рикос-Бич, с Лайтхауса Венус видны закаты в море. Как понятно из названия, с Лайтхаус-Бич еще очень хорошо виден маяк. Кстати, на пляже Есть один очень неплохой сансет-бар. Зайдите, не пожалеете. можно взять коктейли и насладиться закатом в море. Это был не самый лучший таймлапс, потому что я, как всегда, все отложил на последний момент. Но Настя на телефон фиксировала каждый красивый закат. Так что иногда было прям, очень залипательно. Если говорить про Венус-Бич, то на нем чуть желтее песок, более спокойное море из-за волнорезов, а еще на этом пляже можно оценить лаконичность и краткость немецкого языка. По итогу, среди всех пляжей мне больше всего понравился Венус-Бич. Он не такой распиаренный, здесь хороший песок, есть волнорезы. Вот ближе всего к душе оказался именно он. Но в целом пляжи на Пафосе вообще не впечатляют. И если вам прежде всего нужны хорошие песчаные пляжи, то лучше ехать в Айанапу, например. Или хотя бы в Коралл-Бэй. Правда, он находится в 15 километрах от Пафоса, но с этим не должно возникнуть никаких сложностей, потому что от набережной Пафоса к Коралл-Бэй идет автобус номер 615 и стоит 1,5 евро. Про этот пляж я бы хотел рассказать отдельно. Он длиной около 600 метров, шириной в некоторых местах около 40 метров. За счет природной бухты здесь считается самое спокойное море возле Пафоса, и плюс здесь достаточно пологий вход, так что для детей это место будет просто идеальным. Ну и, как понятно из названия, Коралл-Бэй. Здесь есть кораллы, так что можно поплавать с маской. В общем, все звучит просто идеально. Особенно цвет воды здесь, он правда фантастический. Но если посмотреть на береговую линию, то вы увидите там какие-то старые, древние, неубранные водоросли. Не знаю, может быть, это сделают перед началом сезона. Ну и сам песок на пляже не впечатляет какой-то белизной или красотой. Он все равно вперемешку с какими-то мелкими камнями. Этот пляж считается самым посещаемым на западном побережье Кипра. И благодаря такому расположению бухты, море здесь обычно на 1-2 градуса теплее, чем на пляжах Пафоса, например. Мне, кстати, очень запомнился этот фургон с мороженым. Он из каких-то теплых детских воспоминаний о парках развлечений. В 4 километрах от Коралл-Бэй есть еще одно интересное место, куда уже на 615-м автобусе, к сожалению, не подъедешь. Которая называется Sea Caves, что переводится как морские пещеры. Так что здесь интересная береговая линия, она изрезанная, каменистая, с большим количеством морских пещер. Именно поэтому сюда приезжают часто всемирно известные журналы, чтобы устраивать фотосессии. И здесь действительно получаются необычные, сочные снимки. Море просто чистейшее, оно кричит. Это место называется Sea Caves. Давай быстро бери маску, трубку, плавай. Смотри на кораллы, морские пещеры, гроты и так далее. Но при этом будьте аккуратны, потому что внутри воды тоже очень острые камни, так же, как и снаружи. Пляжи здесь маленькие, каменистые, но при этом очень уютные. Так что, если вдруг на Коралл-Бэй будет слишком много людей, вам это не понравится, то вы знаете, где можно тоже отдохнуть. Но я сюда приехал прежде всего, чтобы не показать морские пещеры, хотя они тоже достойны внимания. А я сейчас хочу показать
по моему мнению, самую интересную достопримечательность Пафоса, возможно, и всего Кипра, это севший на мель корабль Эдра-3. Смотрите. Если говорить про факты, то в конце 2011 года этот корабль вышел из кипрского порта Лимассол к греческому острову Родос, но у него сломались двигатели, и недалеко от Пафоса он сел на мель. Изначально киприоты, как это положено, планировали его утилизировать, поэтому притащили поближе к берегу, но в целом местные люди никуда не торопятся, никуда не спешат, и через несколько лет так и не начавшейся утилизации они неожиданно увидели, что сюда просто толпами начали валить туристы. Так что местные власти решили не утилизировать его, а сделать из Эдру-3 туристическую достопримечательность. Так сказать, и денег сэкономили, и турпоток увеличили. Если же говорить про эмоции, то когда ты находишься в нескольких десятков метров от этого 80-метрового гиганта, то, правда, аж дух захватывает. Я думаю, таких мест в мире, максимум штук 50. Так что, если вы будете в Пафосе, возможно, и в целом на Кипре, то обязательно сюда приезжайте, получите заряд необычных, мощных эмоций. И, кстати, раньше сюда была лестница, по которой можно было забраться прямо в корабль, но сейчас ее убрали, оставили только канат, и по нему уже достаточно опасно спускаться обратно, так что не делайте этого, и вообще официально в корабль вовнутрь нельзя залазить. Кстати, по дороге из Пафоса в Коралл-Бэй я прям настоятельно рекомендую остановиться возле другого пляжа, который называется Blue Coral, хотя бы на пару минут, потому что здесь очень крутая смотровая площадка. Тут даже знак поставили «Смотровая на закат». Я думаю, что именно в таких местах получаешь самые большие эмоции от Кипра. Но если возвращаться к Эдра-3, то будьте готовы, что летом в жару, днем посещение этого корабля будет практически подвиг. А если эту самую жару хочется где-то переждать, то можно побродить по старому городу Пафоса, там, где живут местные. На самом деле Пафос стоит разделять на две части. Это Като-Пафос, то есть нижний город, который отдан на откуп туристам. Там много пляжей, отелей, разных магазинов и что там еще нужно для хорошего отдыха. И Пано-Пафос, то есть верхний город. И именно здесь в основном живут местные, потому что, как бы это странно ни звучало, но пафосцам, в принципе, все равно на море. Они с ним родились, они с ним живут. И намного приятнее на все смотреть с высоты. Например, вот с такой смотровой. Луга, моря. Очень красиво, я считаю. Верхний город более компактный и уютный, поэтому сейчас хочу рассказать про Пано-Пафос. Конечно, когда гуляешь по верхнему Пафосу, чувствуется, что и сюда уже добираются туристы. Здесь появляется много именно туристических кафе. Вы знаете, я далеко не всегда советую какие-то заведения в своих путешествиях, но если бы мне можно было выбрать только одно место в Пафосе, верхнем, то я бы выбрал Кафе Неро возле автовокзала. Во-первых, это популярная сеть по всему Кипру, а во-вторых, отсюда открывается просто шикарнейший вид на Нижний Пафос. Кроме этого, здесь есть разные арт-объекты, как, например, картины, мозаики, стена с граффити, живая стена с растениями или стена с традиционными кружевами из деревни Левкараб. Как вы поняли, в Пафосе делают упор на стены. Мне нравится, что когда гуляешь по верхнему Пафосу, то можно увидеть здания из абсолютно разных эпох, культуры, ментальности, потому что большую часть времени этим островом владели греки-киприоты, но 300 лет этим островом владела Турция, точнее Османская империя, и около 100 лет Британская империя. Так что, когда гуляешь по центру Пафоса, можно увидеть, например, вот такие здания из английской эпохи,
очень красиво. И, кстати, именно оттуда осталось левостороннее движение. И хочу сказать, что за месяц жизни на Кипре я так и не привык к нему, постоянно смотрю не в ту сторону. Есть вот такие здания из греко-кипрской эпохи. И сейчас вам покажу еще одно здание из турецкой эпохи. Вообще, должен сказать, что центр Пафоса у меня лично вызывает неоднозначные эмоции. С одной стороны, все красиво, все по-европейски. В 2017 году Пафос был признан культурной столицей Европы, и это единственный город на Кипре, которому досталось такое почетное звание. И, конечно, к этой дате привели в порядок центр города хотя бы. Но, с другой стороны, идешь и встречаешь вот такие старые разрушенные здания. Почему так произошло? Потому что почти 50 лет назад было не самое мирное разделение Кипра между греками-киприотами и турками-киприотами. И юго-западная часть острова осталась за греками-киприотами, а северо-восточная за турками-киприотами. В Пафосе тоже жили турки, они все бросили и уехали жить на турецкую часть острова. Но юридически эти здания остались за ними, и с ними ничего нельзя сделать. Ни реконструировать, ни поменять фасад, ни что-то другое. Так что идешь, вроде бы все красиво, такие греческие или кипрские цвета зданий, ставни, все классно, но тут с другой стороны бах и разрушенное здание. Периодически по верхнему городу можно встретить и другие напоминания о турецком периоде. Например, это уже неработающая мечеть или бани возле автовокзала. В Пано Пафос я бы еще заглянул в райончик, где находится городская ратуша. Здесь такая классическая греческая архитектура с колоннами, рубленными формами и так далее. Райончик сам по себе небольшой, но я бы здесь погулял. И сейчас я бы хотел поговорить, почему видео называется «Пафос – это самый дешевый город для жизни на Кипре», или как-то так я его планирую назвать. И если сравнивать его с другими прибрежными городами, это у нас Лимассол, Ларнака, Айанапа, то в каком-нибудь Лимассоле однокомнатная квартира на длительный период будет стоить около 900 евро в месяц. А в Пафосе с таким же месторасположением такая же квартира будет стоить уже около 600 евро, то есть в 1,5 раза дешевле. И, собственно говоря, появляется вопрос, почему так сложилось. Во-первых, это не такое раскрученное место. Пафос не такой популярный, как Айанапа, например. Во-вторых, когда я был в Лимассоле или Никосии, у меня складывалось стойкое ощущение, что я нахожусь в городе. Когда я гуляю по Пафосу, у меня больше складывается ощущение, что я в какой-то разросшейся деревне, только с аэропортом, куда летает Ryanair, с небольшим количеством супермаркетов, аптек и очень большим количеством ресторанов. Здесь больше чувствуется такой вот расслабленный ритм жизни, чем в Лимассоле. И если вы вдруг рассматриваете Пафос как место, где можно пожить подольше, не только прилететь на 2 недели, летом отдохнуть, то у меня есть для вас один очень важный совет. Обязательно спрашивайте, есть ли в квартире бойлер, потому что часто киприоты сдают апартаменты только летом. А здесь очень дорогое электричество, и вот чтобы его экономить, ставят вместо бойлера такие баки с водой, которые прекрасно выполняют свою функцию летом. Но вот не в сезон, нет солнца, нет теплой воды, поэтому уточняйте этот момент. И еще мне очень нравится на Кипре то, что практически все крыши здесь обитаемые, и можно забраться на крышу, встретить рассвет или закат. С этой же крыши вы, скорее всего, увидите, что береговая линия между пляжами выглядит примерно так. А еще больше видно, что на самом деле здесь не так-то и много мест, где можно безопасно купаться. Зато, когда вы будете идти к пляжу от вашего дома, то, скорее всего, увидите много апельсиновых, лимонных, а возможно даже и банановых деревьев, которые здесь растут. И это точно радует, когда ты живешь на Кипре. Пришло время заканчивать видео, и я хочу это сделать в месте, которое впечатлило меня, наверное, больше всего за эту поездку. Это тропинка от набережной к западным пляжам, мимо этого белого шикарного маяка, вот то, что попало прямо в сердце. Но я должен сказать, что Пафос у меня в целом вначале вызвал неоднозначные эмоции. Мне не понравилось, что здесь много пустырей, дорогая еда, нет как такового большого исторического центра.
средневекового, я не говорю про античные времена, тут этого вдоволь. Здесь не очень хорошая работа общественного транспорта, но это, конечно, нельзя сравнить с Черногорией какой-нибудь, где его вообще практически нет. Ссылка на это видео будет в описании. И самое важное, здесь нет нормальных песчаных пляжей практически. Но я должен сказать, что вот уже прошел месяц, сегодня последний день, когда я на Кипре, и Пафос меня подзатянул. Мне понравилось то, что здесь есть такой островной вайб, ощущение неспешности, просто шикарнейший цвет воды, классный климат. И самое главное, здесь есть закаты в море. Потому что если вы посмотрите на карту Лимассола, Ларнаки, Айянапы, то там не будет летом закатов в море. И вообще, если посмотреть на карту Европы, то мало где вы найдете такое преимущество. В Испании, кроме островов, закатов в море нету. Во Франции, кроме Корсики, закатов в море нету. В Италии, кроме пары городов и островов Сицилия, Сардиния, северных и западных городов, там тоже не будет закатов в море. Хорватия, Черногория, Албания идут мимо. В Греции, конечно, будет из чего выбрать, но получается, что Пафос — это такой себе уникальный город, где есть летом закаты в море. И я хочу сказать, что за это ему можно очень многое простить. По крайней мере, я простил. Я думаю, что Пафос подойдет тем людям, которые ищут недорогое жилье на Средиземном море с хорошим климатом и готовы плавать не в море, а в бассейне, который в 90% случаев будет перед вашим домом. Это мои мысли. Хочу сказать, что если вы досмотрели видео до этого момента, значит, оно вам, наверное, понравилось. И подписывайтесь на канал, нажимайте лайки, пишите комментарии. Для меня это очень важно, я их всегда читаю. В описании оставлю ссылки на сервисы, где можно забронировать авиабилеты и жилье. Ну и у меня, наверное, все. Увидимся в новых видео. Пока!